Премьер-министр призывает к восстанию, неожиданное заявление и попытка свергнуть режим. Что же произошло? Политический сюрприз в Германии, как аутсайдеры становятся лидерами и как лидеры теряют позиции. Шаг в сторону Кремля, Европа смягчает риторику и подход, а Киев называет свои условия Путину. Россия и Беларусь официально репетируют применение ядерного оружия. Учение «Запад-2025» — это уже не фейк, а сигнал всем соседям: станет еще опаснее. Москва больше не скрывает: рабство – это новый фронт для победы. Эти и другие самые главные события утра четверга, 14 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Европа сдается? Закулисная дипломатия вокруг Украины набирает обороты, и на кону уже не только само перемирие, но и будущее санкций против Москвы. По данным Sky News, союзники Киева обсуждают рискованный вариант – поэтапно смягчать давление на Россию, если удастся ввести режим полного прекращения огня. Но в проекте есть предохранитель. Любое нарушение договоренностей обернется мгновенным возвратом всех ограничений. Правда, последнее слово должно остаться таки за Украиной. Вопрос оккупированных территорий будет ключевым элементом мирных переговоров. Он неотделим от гарантий мира для остальной территории Украины и для Европы. Поэтому он не может обсуждаться без участия президента Украины за столом переговоров. На сегодняшний день нет серьезного плана территориального обмена. Первым шагом должно стать 15-дневное перемирие, в течение которого санкции останутся нетронутыми. Если пауза выдержит, можно будет говорить о переходе к более длительному и четко структурированному прекращению боевых действий. В Киеве уточняют детали и допускают даже частичное воздушное перемирие. Ни один из этих сценариев не был принят Россией. Воздушные удары являются ключевым инструментом, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину. Россия вряд ли захочет потерять возможность применения авиации и массового применения беспилотников. Однако Украина готова это обсудить, готова рассмотреть этот сценарий и считает его начальным этапом для реалистичных переговоров. Тем временем в Риме заняли жесткую позицию на видеоконференции лидеров Европы с Дональдом Трампом. Италия намерена требовать, чтобы европейцы участвовали в переговорах Трампа с Путиным на равных правах, напоминая, что президент США постоянно призывает их тратить больше на оборону. А Трамп заранее предупредил, что результат договоренностей может многим не понравиться. Фейковые новости работают сверхурочно, что не облагается налогом. Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, фейк-ньюс сказали бы, что я заключил плохую сделку, но теперь их поймали. Посмотрите на реальные новости об их коррумпированности. Это больные и лживые люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. До начала встречи остается совсем немного времени. Обязательно будем держать вас в курсе. Не забывайте подписаться на наши каналы. А вот США лихорадочно подбирают площадку для еще одной сенсационной встречи. За одним столом могут оказаться Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин. По данным CBS News, трехсторонний саммит может пройти уже в конце следующей недели. И если Трамп созванивается и консультируется, даже пусть делает вид, что консультируется с цивилизованным миром, то Путин решил позвонить Ким Чен Ыну. Действительно, кому же еще? 12 августа государственный руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Гастроли Орешника в Беларуси начинаются. Москва и Минск снова играют в ядерный театр, только теперь сценарий стал еще откровеннее. С 12 по 16 сентября на совместных учениях «Запад-2025» Россия и Беларусь официально отработают планирование применения ядерного оружия и новейшего ракетного комплекса «Орешник».
Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим. Хренин говорит, НАТО использует Запад-2025 как повод для собственных маневров. В адрес Польши прозвучало прямое предупреждение. Белорусские военные внимательно следят за якобы формированием группировки численностью свыше 30 тысяч солдат и готовы ответить в случае агрессии. Российские вооруженные силы, сколько их там было? 70 тысяч, 100 тысяч, находясь на территории Беларуси, в последующем начали полномасштабное вторжение с территории нашей страны в отношении Украины. И вы думаете, что сейчас кто-то будет верить в ваши мирные планы учений? Контекст у этой картины хорошо известен. Именно под видом учений на территории Беларуси перед февралем 2022 Россия сосредотачивала войска для нападения на Украину. Оттуда же запускались ракеты по украинским городам. Теперь, когда в сценарии открыто фигурирует планирование применения ядерного оружия, становится ясно, это уже не просто демонстрация силы, а прямая отработка угроз, адресованных соседям. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Подъем в 6 утра, работа до 2 ночи и всего 2 выходных дня в году. Тысячи северокорейцев отправляются в Россию, где их используют в условиях, близких к рабским, чтобы компенсировать острую нехватку рабочей силы, усугубленную войной против Украины. Москва ранее уже получала от Пхеньяна ракеты, артиллерийские снаряды и даже военных, а теперь все больше опирается на труд северокорейцев. Журналисты BBC поговорили с 6 мужчинами, сумевшими бежать из России после начала войны, а также с чиновниками, исследователями и правозащитниками. Все они описывают ужасные условия труда и жесткий контроль со стороны северокорейских властей, призванный не допустить побегов. Я был взволнован поездкой в Россию, путешествием за границу и заработком денег. Но как только я начал работать, я почувствовал себя как в трудовом лагере. Тюрьма без решеток. Я был в ужасе, когда просыпался каждое утро. Мои руки сжимались в кулаки, парализованные от предыдущего дня. Один из рабочих, представившийся как Джин, рассказал, что по прилете на Дальний Восток его сразу забрал северокорейский агент безопасности, приказавший не разговаривать с посторонними и не смотреть по сторонам. «Внешний мир — наш враг», — заявил агент, после чего Джина отправили на стройку многоэтажек, где он трудился более 18 часов в сутки. Премьер-министр призывает к свержению режима. Биньямин Нетаньяху обратился напрямую к жителям Ирана с призывом подняться против власти аятолл, пишет Иерусалим-Пост. В своем видеообращении он обвинил руководство Исламской Республики в том, что в разгар изнуряющей летней жары у жителей нет даже чистой холодной воды, чтобы напоить детей. Как только ваша страна станет свободной, лучшие израильские эксперты по воде приедут во все иранские города, принеся с собой передовые технологии и ноу-хау. Мы поможем Ирану перерабатывать воду, мы поможем Ирану опреснять воду. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль и, как он говорит, весь свободный мир готовы поддержать иранцев. По данным CNN, страна находится на грани беспрецедентного водного кризиса, и уже через несколько недель Тегеран может остаться без водоснабжения из-за десятилетий неэффективного управления и растущего дефицита воды. Неожиданный поворот. В Германии политическая бомба. Ультраправая альтернатива для Германии вырывается в лидеры и обгоняет самого канцлера. По свежайшему опросу Института Форса, если бы выборы прошли сейчас, за альтернативу для Германии проголосовали бы 26% избирателей. Больше, чем за блок канцлера Фридриха Мерца, который скатился на второе место с 24%. Ситуация усугубляется для Мерца. 67% немцев недовольны его работой
работой спустя 100 дней на посту канцлера. Хотя выборы в Бундестаг только в 29 году, гонка за власть в Германии уже пошла по совсем новым правилам. Этот результат – тревожный сигнал для всей Европы. Во Франции уже лидирует национальное объединение Марин Ле Пен. В Великобритании партия Найджела Фараджа Reform UK возглавляет рейтинги, а правые популисты укрепляют позиции от Польши до Нидерландов. Альтернатива для Германии, начавшая более 10 лет назад как партия экономистов, выступавших против евро, теперь под руководством радикальной Алисы Вайдель активно продвигает жесткую антимигрантскую повестку. Настолько жесткую, что некоторые политики требуют запретить ее как угрозу, противоречащую Конституции Германии. Вьетнамский женский волейбол оказался в эпицентре громкого скандала. Команду отстранили от чемпионата мира после провала гендерных тестов, сообщает Jakarta Globe. Все сыгранные матчи аннулированы, а одна из спортсменок получила личную дисквалификацию. Видео с подробностями распространила Shanghai Daily. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.